Алина Делис. С вами мы будем готовить вкусные и, главное, простые рецепты разных кухонь мира. Я вам покажу, что готовить это не так сложно, это очень просто, а главное, это вкусно, а блюдо, приготовленное вашими руками, это в 2 раза вкуснее. Сегодня мы с вами приготовим блюдо итальянской кухни, и это у нас будет пицца. Самая вкусная пицца только может быть пицца, которая приготовлена дома вашими руками. Приготовленная данная пицца порадует не только вас, но и ваших всех близких. Готовьте с удовольствием, балуйте своих родных и не забывайте подписываться на мой канал, клацайте колокольчик и ставьте лайки. Итак, приступим к приготовлению теста для нашей будущей пиццы. Нам для этого понадобится мука. Оливковое масло вы можете взять, обычное подсолнечное масло, теплая вода, соль, сахар, дрожжи. Я добавляю в тесто еще просто паприку и добавляю в тесто чуть-чуть прованских трав. Итак, берем муку, высыпаем в нашу миску. В муку сначала добавляем все сухие ингредиенты. Берем немножко, где-то это в пределах чайной ложки дрожжей. Берем также самое немного сахара, соли, щепоточку, высыпаем сюда немножко паприки, чтобы тесто слегка было красноватое. Мне так довольно нравится она. И высыпаем немножко прованских трав. Все сухие ингредиенты перемешиваем. Добавляем оливковое масло. Можете использовать обычное подсолнечное, где-то грамм 40. И сюда же выливаем стакан не горячей, а теплой воды, чтобы дрожжи начали сразу действовать. Хорошо сначала все перемешиваем ложкой. Муки берите столько, сколько возьмет тесто. Вся мука разная. Именно на пиццу я не беру там определенное количество. Я пиццу чисто делаю на глаз. Добавляем еще муки. Тесто должно быть не жидкое, но и не липнуть к рукам, но и не сильно жесткое. Тесто, чтобы можно было раскатать затем скалкой. Пиццу мы с вами будем выпекать в заранее разогретой духовке. Пиццу я выпекаю на 250 градусов. В моем духовом шкафу есть функция пиццы, режим пиццы. Я выпекаю на этом режиме. Если в ваших духовых шкафах нет данного режима, вы просто выставляете режим низ. И в разогретую на максимум 250 градусов мы помещаем пиццу со всей начинкой, совсем буквально 10-12 минут, и пицца уже будет готова. Затем, когда замесили тесто, так же само добавляем туда масло. Я добавляю оливковое масло. Вы можете это добавить обычное подсолнечное масло. В этом ничего нету критичного, какое масло. И замешиваем тесто, чтобы оно у нас было такое как бы воздушное, но не жидковатое. И не липло к рукам. Можно еще добавить чуть-чуть масла. Можете посмотреть, такое тесто у меня получилось. Тесто собираем в шарик и все. Накроем его полотенечком
или пленкой пищевой можно затянуть. Ну, я накрою полотенечком. И оставляем наше тесто подходить. Можно это оставить на столе. Или, чтобы этот процесс пошел быстрее, вставим в разогретую на 50-70 градусов духовку наше тесто в тепло. Оставляем, оно спокойно поднимается. Итак, подготовим нашу начинку. Я буду готовить 2 пиццы. Из того, что тесто мы с вами приготовили, у нас получится 2 пиццы среднего размера. Для начинки для пиццы вы можете брать все, что вы хотите, с любой начинкой, какую вы любите. У меня сегодня будет одна пицца. Это с 2 видами колбасы. Такая сухая, мы порежем, и ветчина. А вторая пицца у меня будет с куриным филе. Я совсем взяла чуть-чуть, потому что много не надо. Уже порезан кубичком. И с грибочками. Также в пиццах будет лучок полукольцами, перец сладкий и 2 вида сыра. Один сыр это твердый, у меня гуда, можете брать какой вы хотите. И второй сыр это моцарелла, мы его натрем на терочке. Итак, и соус у меня он томатный, сразу идет для пиццы, мы будем использовать. Итак, порежем с вами лучок полукольцами. Лучок режем тоненько. Все мы добавляем, и лучок, и перчик мы добавляем в свежем виде. Грибы, у меня, к сожалению, не оказалось свежих грибов. Я использовала консервированные, но они идут без соли, без перца, без ничего. Просто мы их слегка обжарим на сковородке с добавлением специй, чтобы у них появился вкус. Так, лучок мы с вами нарезали, пока в сторонку. Лучок наш. Нарежем такими полукольцами соломочкой перчик. Если у вас есть разного цвета перец, добавляйте разного. Это будет более контрастнее пицца получится, более яркая такая, цветная. У меня только оказался зелененький. Так, перчик мы с вами порезали. Перчик теперь порежем на одну пиццу колбаску чуть-чуть. Именно пиццу с колбасой, как она еще бывает называется, пепперони используют, когда готовят в пиццериях. Меня очень любит мой сын, поэтому с колбасой я готовлю для него специально. Этого будет достаточно. Вот у нас 2 вида колбаски. Теперь мы с вами потрем нашу моцареллу на крупную терочку. Этот кусочек у меня 250 грамм. Начинку я еще раз повторю, вы можете брать какую вы хотите, любую. Вы можете приготовить овощную пиццу, вы можете приготовить чисто морскую пиццу, использовать морепродукты разные. Все, что угодно вашей душе, вы можете положить в эту пиццу. Как говорится, что было в холодильнике, то в пиццу и положили. Потому что домашняя пицца, как я считаю, это самая вкусная пицца. Ее нельзя сравнить ни с одной покупной пиццей. Вы знаете, как вы ее приготовили, вы знаете, что вы туда в нее положили, и спокойно давать детям, без всякого угрызения совести, что ребенку что-то может случиться. Это мы подготовили. Сейчас грибочки и курочку
мы обжарим на сковородке. Итак, мы с вами приступим к обжариванию. Сначала давайте обжарим грибы. Их совсем чуть-чуть надо обжарить с добавлением специй. Ставим нашу сковородочку на средний огонь. Добавляем немного подсолнечного масла. Ждем, пока сковородка у нас чуть-чуть нагреется. Распределим масло по сковороде. Добавим наши шампиньоны, это резанные сразу. Слегка их посолим, потому что они идут без вкуса у нас. Вы можете также использовать свежие шампиньоны, вешенки, какие есть у вас грибы, и поперчим. И немножко обжарим их, когда у них появится вкус. Итак, грибочки мы с вами слегка обжарили, снимаем в мисочку. И в этой же сковородке мы с вами обжарим наше филе. Я взяла совсем немного филе, так как оно у меня пойдет только на одну пиццу. Добавляем перец. Добавляем соль. И обжариваем филе до такой слегка золотистой корочки, чтобы его не пересушить, чтобы оно было не сухое в начинке. Если что, филе оно слегка еще дойдет и в духовке. Их можно сразу будет перемешать с грибами и сыпать прямо так, ну, так начинку вместе. Куриное филе с грибами. Можете сначала их будете засыпать. Ну, да, сейчас при сборке пиццы я вам покажу. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы оно не подсохло сильно. Итак, ждем, когда оно остынет. Ждем, когда подойдет уже чуть-чуть, и мы начнем с вами собирать нашу пиццу. Итак, приступим с вами мы к сборке нашей пиццы. Пиццу я буду выпекать на таких специальных для пиццы формы. Но если у вас нету такой формы, ничего страшного. Вы тогда само тесто раскатываете сразу на бумаге для выпечки. Противень вместе с духовкой вы нагреваете на 250 градусов. Если у вас нету режима пиццы на духовке, то вы используете режим просто низ и все. И затем, когда уже соберете пиццу прямо на бумаге для выпечки, вы его просто перетянете на горячий противень. И так пицца выпекается 10-12 минут. И вот у нас наше количество теста. Мы с вами его поделим на 2 части. Добавим слегка муки. Совсем немножко. Как тесто пока наше было в тепле, начало чуть-чуть липнуть. Добавим муки. Пицца по данному рецепту получается тоненькая, на тонком тесте. Чуть-чуть подмесили наше тесто. Затем берем руками, чуть-чуть помогаем руками. Еще чуть-чуть подсыпем муки. Сюда и сюда. И раскатаем наше тесто под форму, под нашу форму для пиццы. Так, это слегка мешает. Перевернем. Там, где толстый болик, мы с вами прокатаем еще. Более круглая. Затем при помощи скалки мы заворачиваем. Берем нашу форму и выкладываем наше тесто на нашу форму. Подгоняем руками. Ничего страшного, если берем так, распластываем.
обязательно тесто накалываем. За счет того, что у формы есть дырочки, такие отверстия, то тесто будет пропекаться равномерно. Мы все равно накалываем, чтобы оно не поднималось так. Затем берем наш соус. Наносим первый соус на наше тесто. Так, чтобы оно было посочнее. Распределяем по всему тесту соус. Так, соус мы отставляем. Затем я сначала на дно я 2 сыра смешала вместе сразу в одну форму, в одну тарелочку. Добавляем сначала немного сыра на низ. Первую пиццу давайте мы с вами сделаем с 2 видами колбасы. Под колбасу мы пустим лук, пожмем его слегка и распределим по пицце всей форме. Возьмем также чуть-чуть перчика. И затем нашу колбаску. Начинку вы как хотите ложите. В этом никакого принципа нету. Вот так, и добавим еще. Так, вот так, так. Так. Потом давайте поделим с вами наши балабаны. Так, так. И сверху все еще засыпем сыром. Чем больше сыра, тем, понятно, это очень вкуснее. Все. И отправляем нашу пиццу в духовку на 250. Итак, по такому же принципу, как мы приготовили с вами первую пиццу, мы подготовим вторую пиццу. Тесто слегка подмесим в муке. Сейчас достанем первую пиццу, поставим сразу вторую пиццу готовиться. Итак, наша с вами первая пицца готова. Вы не представляете, какой это аромат. Он так вкусно пахнет. Сверху мы добавим сушеный орегано. И разрежем нашу пиццу. Достанем пиццу из формы сначала, прежде чем ее разрезать. При помощи лопатки. Она горячая еще, но видите, легко отходит от формы. Переложим на досточку. И при помощи ножа, у меня это ножик для пиццы, вы можете даже это обычным ножиком, мы ее поделим сразу на части. Раз. Не хватает досточки. 2. И еще поделим пополам. Сюда. Сюда. Вот такая вкусная, сочная. Смотрите, ай, она такая горячая, а главное, она совсем на тоненьком тесте. Тесто совсем чуть-чуть и много начинки. Сыр у нас поджарился. Такая пицца. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и включать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Пока-пока!